Привет, давайте поговорим об удивительной слизи. Знаю, тема не особо приятная, но все же важная. Значение слизи недооценивают, но она играет важную роль в организме. Наш организм производит от 1 до 1,5 литров слизи каждый божий день. Очевидно, мы ее глотаем, большая ее часть идет на переработку. Слизь покрывает слизистые оболочки, расположенные на поверхностях внутри нашего тела. Общая площадь этих оболочек огромна — 400 квадратных метров. Вы спросите, как это возможно? Если посмотреть, как устроены носовые пазухи, мы увидим много складок. В кишечнике есть так называемые ворсинки. Вот так они выглядят. Если все это вытянуть, площадь большая. Размером с 2 теннисных корта или 1 большую баскетбольную площадку. Слизистые оболочки — часть иммунной системы. В них живут все ваши дружественные бактерии, и они помогают защищать организм. Там есть и наши иммунные клетки, готовые отражать вторжения. Организму постоянно приходится бороться с миллионами внешних захватчиков. Работа иммунной системы — помешать им попасть в организм, поскольку внутри они могут причинить много вреда. В организме живут и дружественные бактерии. У нас взаимовыгодный обмен. Они снабжают нас полезными веществами. А вот патогены — нет. Они могут лишь забирать нутриенты и сеять разрушение. Ничего хорошего они не делают. По сути, они преступники, так ведь? Слизистые оболочки и покрывающая их слизь есть в носовых пазухах, во рту, в глотке, в легких и в желудке. pH кислоты в желудке находится в пределах от 1 до 3. Это очень сильная кислота. Почему же тогда она не прожигает стенки желудка? Благодаря защитным свойствам слизистой оболочки. Слизь есть в кишечнике, она есть в почках, в мочеполовой системе. В общем, слизи в организме много. Какова ее роль? Она играет роль смазки и антимикробного средства. В ней содержится множество всевозможных ферментов. Слизь можно сравнить с липучкой для мух. Проплывающие мимо микробы застревают в слизи, и определенные ферменты растворяют и убивают их. Это отличный способ помешать патогенам попасть в организм. То есть слизь как вязкая трясина, в которой патогены вязнут. Там есть и полезные бактерии, создающие определенную среду, из-за которой патогенам трудно попасть в организм. А еще там есть антитела. Их можно сравнить с ключами, подходящими к определенным замкам. Они прикрепляются к известным им патогенам и связывают их, не давая им ничего делать. Поэтому патогены просто высыхают и погибают. У человека миллиарды таких антител, созданных для борьбы с конкретными микроорганизмами. Я уже упомянул, что слизь похожа на липучку для мух, которая ловит и удерживает патогены, скорее даже как паутина. Так что основная цель слизи — служить барьером для патогенов. Вы должны понимать, что когда заложен нос, не все это слизь. Там идет воспалительный процесс, появляется отек. Слизь там есть. Но нос заложен в основном из-за отека и воспалительной реакции. Есть пара способов разжижения слизи. Первый — это хороший антиоксидант N-ацетилцистеин. Он есть в виде добавки. Он хорошо помогает, если у вас избыток слизи, и нужно ее размягчить. Но из всех витаминов самым важным для слизистой оболочки является витамин А. Если у вас дефицит витамина А, у вас будет много проблем с носовыми пазухами, будут аллергии, много раздражения и воспаления слизистых оболочек. Следующий по важности для слизистых оболочек — это витамин D. Благодаря противовоспалительным свойствам. Есть много заболеваний слизистых оболочек, связанных с воспалением. Надеюсь, теперь вы будете ценить эту потрясающую вещь — слизь.